Я невнимательно читал инструкцию, видимо. И поэтому, когда мне в комнате приема пищи сказали, что здесь нельзя говорить будет через, грубо говоря, 30 минут, я, конечно, поулыбался, но оказалось все так. Подъем, отбой, там по 7 часов в день дзены. Ну, ты снова в армии, сынок, я почувствовал эту вещь. Вот. И знаете, что это работает? Это работает. Если бы было какое-то расхолаживание, вот эти вот там баня через день и так далее, ну, это что-то прошло бы на каком-то лайте, и это был бы очередной там какой-то туркомплекс, в который ты там приехал, поголодал там немножко, с кем-то пообщался, походил по лесу и так далее. Это жестко. Первые 3 дня точно. Ну, все болит, ты сидишь, тупишь, не понимаешь зачем. То есть я думал, что я смогу быть одним из тех, кто отсюда уедет раньше времени. То есть, такие у меня были, во всяком случае, опасения. Но на самом деле прошло все так легко, достаточно легко. То есть, все это опять были мои какие-то страхи, предрассудки и, незнание. Вот. Неграмотность какая-то. И да, вот прозвучало слово дисциплина. Это то, что мне очень не хватает там, в обычной жизни, да, и здесь она была прям вот очень к месту. Сейчас могу сказать, что было очень сложно. То есть такой сложности практик и вообще испытаний у меня в жизни, наверное, не было вообще. То есть у меня здесь пошел эмоциональный просто раскачка. Я вот эту записку, которую какая-то девочка явно написала: Марга, я тебя и люблю, и ненавижу с твоими медитациями, и собираю сумку уже. Я это, наверное, 3 раза проходил вот за все это время, потому что не столько было сложно там физически, там пищевые паузы, молчание, сколько вот эта вот раскачка. Один день я просто ненавижу, я нахожу здесь все минусы, все, что здесь есть, все плохо. Я все сейчас выскажу, сейчас тебе подойду. Другой день я просто в каком-то просветленном состоянии нахожусь, я люблю всех там, я люблю эти практики, я все здесь люблю. И вот это меня, честно говоря, такое испытание, потому что, наверное, самое сложное в нашей жизни это все-таки вот психика и эмоции, даже сложнее, чем тело, прорабатывать. И я это не понимал в процессе всей випассаны, я не понимал, что со мной происходит. И только понял сегодня это, потому что еще вчера я собирался целый список здесь выкатить того, что здесь неправильно сделано, сегодня этого нет вообще. Вот. И моя вот проработка, зачем я сюда ехал, она полностью открылась мне, полностью вообще. Я понимала, что мне нужно, чтобы меня подтолкнули, чтобы практики мне нужны. У меня тяжеловато пошло. Не знаю, наверное, на 3-й день я уже хотел сваливать отсюда. Прям так, и колбасило, и спать хотелось, и есть хотелось, и, я не знаю. Вот, мне кажется, здесь я очень сильно потренировал принятие. Прям, вот, как ты говорил, я принимаю, а принял, что уже тогда об этом говорить? И особенно принятие тренируется ночью, при этом 3-этажном храпе. Там беруши не особо помогают. Я понимаю, там день я бы потерпел, 2 потерпел, но ты думаешь, что тебе еще неделю вот это слышать, и такой, все принимаю. И все, и потом становилось легче, там вот прямо так, уже прям так с удовольствием подрываешься, бежишь там, и пасу. Вы такие чудесные люди, такую поддержку, наверное, я ни разу в жизни не ощущала. И я так благодарна, потому что сколько дней подряд я хотела уехать домой. Мне голова орала, типа, Аня, что мы тут делаем? Было все нормально, нормально жила, это все было не обязательно вообще.
Вот, но я очень рада, что я осталась, что все вот так произошло. Вот. Вот я сюда ехала, я себя прям вообще готовила, что я буду глаза в пол, и вообще, чтобы я никому в жизни, ну вот вашего ипасу, чтобы я не испортила, как у меня был первый опыт. Я очень сильно боялась вам ее испортить. Если честно, я не ожидал. То есть, как бы, что будет достаточно тяжело, то есть, как бы, физически, то есть, у меня болит поясница и правая коленка. Випассана меня, конечно, это самое, жестко так потрепало. Потому что, опять я в первый круг не сказал, был опыт випассаны один, тоже 7-дневный. Хотя нам сказали не говорить, то есть все равно это самое, не было полного воздержания, да, то, что было получено здесь. Но это очень действительно аккумулирует энергию и возможность как раз заглянуть в себя, да. Вот. Тяжело ли тебе давать малому? Нет, я могу вообще не говорить. То есть, как бы, я, наоборот, с удивлением смотрю на людей, которые постоянно пытаются продолжить вот это общение. То есть, наоборот, тут должна внутри возникнуть, понимание, ценность, что Маона – это мощная поддержка. Если ты ее отметаешь, окей, у каждого права, просто тебе будет тяжелее понять какие-то аспекты. Вообще, да, атмосфера очень теплая. Молчать было, мне не так сложно, я такой больше в себе, мне было легко. Я же не первый раз, очень интересно наблюдать, когда вы приезжаете, вы все такие, что-то какие-то там смурные. Потом вы от вас одно тепло, одна любовь, вы ходите все, хоть, понятно, это нельзя, но вы все равно при каждом движении вы улыбаетесь внутри. Но я понял, что получил очень хороший инструмент. Инструмент, который, возможно, и способствует последующему духовному развитию, но и он устаканит у меня некоторые вещи там в мирской жизни. И от этого осознания у меня даже некоторое волнение я испытываю, то есть как я привезу его туда. Смогу ли я им пользоваться? Наверное, да. Потому что подход, который здесь реализовывался, подход именно через работу. Я хочу в первую очередь поблагодарить, конечно, за опыт полученный. Потому что он бесценен. Я ехал сюда с одним представлением, что я могу здесь получить, и получил намного больше, да, не ожидая от себя на самом деле. Для меня это было большой радостью, да, познакомиться сначала с вами заочно, и я уже ехал с таким, с намерением, и понимал, что это как-то интуитивно чувствовал, что это то место, где мне нужно быть. Да, и сейчас я понимаю, что я в нужное время, я в нужном месте и с нужными людьми. И я чувствую, что это то, что я получил здесь, этот вагон информации, я его увезу отсюда, и там еще он будет в меня проваливаться. То есть у меня очень много работы, у меня семья и много забот, и расслабляться очень сложно. Я получил дополнительные методы, как работать с внутренним диалогом, как его останавливать, как расслабляться. И это, скорее всего, я буду дальше с этим работать, и это для меня. Прям стало так очевидно видеть ум. Какой он такой хитрый, как он извивается, там как-то прибалтывается, заходит слева, справа. Прям видно, это ты. Это не кто-то там, это ум. И то, что ты дал очень много техник на то, чтобы свой прожектор внимания не обращать на этот ум, не светить на него.
Ну и как-то вот не светишь вот на этот ум, который постоянно что-то болтает, то все, давай свалим, еще там. И становится легче, и вообще вот, ну, легко становится. Я очень много вынесла для себя на самом деле. После каждого вот этого вопроса-ответа, будем называть так, вечернего, я приходила и очень много записывала то, что успевала запомнить. Вообще, в принципе, было очень интересно и вдохновляюще то, как вы это рассказываете. Видно, что это делается, ну прям, что вы горите этим, что вам нравится, что вам нравится делиться с людьми и нести это все в мир. Это очень приятно, когда так. Искупалась все-таки в озере. Даже попарили меня, наконец-то, первый раз в жизни у меня был. В общем, столько первых разов было. Вот. Не могу сказать, что было легко. Но для меня вообще, в принципе, знакомство с мозгом произошло какое-то тотальное, что я не ожидала, что там столько всего, чего я не замечала. И вообще, в принципе, когда на какие-то вещи наталкиваешься, в которых даже сама себе не хочешь признаваться, в этот момент становится как-то тяжело. И вот. А так, в принципе, в общем, совершенно точно я уеду отсюда чуть-чуть другой, как, в принципе, мне кажется, все здесь присутствующие. Не только упражнения там, то есть медитация, йога, а еще и озеро, ну как бы баня там под конец, что там, ну то есть вот это ходьба везде босиком, какие-то такие вещи касаются закаливания, конечно, меня просто покорили. А самое главное, это вот это совмещение с голоданием, ну в смысле с паузой, да. Это такая комплексная, полноценная работа с сознанием, с подсознанием, с бессознательным. То есть это работа на всех уровнях. Это и медитация, активная медитация, и пищевые паузы удивительные, и ответы на многие вопросы от Марги. Тоже вот, ну как-то вроде ты не задаешь, но кто-то в поле задал, и ты понимаешь, вот оно, да, то, что я когда-то искала. Удивительное озеро, баня. Такое тоже большее, наверное, у меня здесь произошло принятие всех ситуаций, которые происходят. Например, захожу в душ, воды нет. Вообще никакой там. Холодная была в ног, я помылась холодная, здесь никакой просто нет. Такая, наверное, мне не стоит сегодня мыться. И здесь уже выхожу, такая, все, становлюсь на коврик, и здесь голос Марка. Ну что, пошла вода, я проверяю, вода идет. То есть вот как оно работает принятие, вот как работает поле. На 4-й день ушли мои 5 килограмм моей гениальности. Представляете? В последующем еще килограммчик ушел. Но я не могу сказать, что я там была недовольна своим весом или что-то. Меня все устраивало. Но сейчас я чувствую себя гораздо легче, комфортнее, я начала чувствовать больше свое тело, каждый суставчик, что-то там, вот прям вот я это ощущаю. Это удивительно. Как я раньше жила вообще, как? Я не чувствовала, я просто, какое-то бревно, мне кажется, была. А сейчас я себя почувствовала, это очень радует, неимоверно. Но то же самое с умом. Как будто ты немножечко его так начала действительно дрессировать. Да, я, конечно, не просветлела, не пришла к чему-то, но были интересные, удивительные такие идеи в процессе медитации, которые я могу использовать впоследствии. И, в целом я как-то вот с каждым днем все больше и больше мне это начинало нравиться. А пошло дело особенно, когда начались именно дзадзены, когда такое как бы потоковое состояние, постоянная медитация, то есть сколько там, 6 медитаций в день, и мозг начинает немножко по-другому работать. Он уже старается сосредотачиваться на моменте, сосредотачиваться именно на каждой медитации. И в эти перерывы даже получается, что ты не выпадаешь из такого медитационного состояния. И на 4-й или 5-й день у меня случилось оно. И я почувствовал этот момент, когда ты живешь именно в настоящем, здесь сейчас, и у тебя нет никаких мыслей ни о прошлом, ни о будущем. Это состояние продлилось недолго, где-то, наверное, около получаса после медитации. Но оно такое кайфовое, да, я прям вот прочувствовал, думаю, ничего себе. Я понял, о чем вы говорили. Отсюда я увезу очень много техник, которые помогают именно входить
в это состояние медитации. Особенно мне понравились медитации в ходьбе. Вот последняя, которая была, когда ты делаешь очень медленные шаги и проговариваешь каждое движение. Вгоняет в хорошее трансовое состояние, прям вообще нет никаких мыслей. Когда садишься, намного легче уже медитировать дальше. Столько нового, столько для меня вообще. Я ждала это самый вечер, когда ответы на вопросы. Это вообще волшебно. Первый опыт вообще медитации, я долго шел к випассане, несколько лет я знал, что это мне нужно будет в определенный момент как бы развития, но не хотел торопиться, чтобы вот это вкусить именно мощность этой практики, созреть к ней. И у меня как бы был выбор, куда ехать на випассану, там 3 места, да, но выбор пал вот на Сатмаргу, потому что, во-первых, почти вся семья у меня побывала уже здесь на пищевых паузах, и я видел, насколько как бы они приезжают другими людьми, у них меняются многие вещи на тонком уровне и вообще по жизни, даже отношения там. Да даже просто практики, которые здесь даются, та же Пракшалана, вот она моему сыну в определенный момент очень сильно помогла. Поэтому как бы осознанно поехал сюда и не пожалел. Я здесь даже получил 2 инсайта, можно так сказать. Первое, это вот момент здесь и сейчас. Всегда вот мы все об этом сейчас говорим, что это необходимо быть здесь сейчас, но я не понимал, что это такое вообще. Пытался там в жизни как бы поймать себя, вот я живу, вот лес, там я иду по улице, но это совсем не то. Без вот этой подведения как бы ума, остановки вот этого ума, внутреннего диалога, это вообще не работает, это здесь сейчас. И вот во второй день, в первый день задзена у меня это произошло. Я как бы вот на практике медленных движений я поймал это. В это состояние впал, и оно меня просто шокировало. Я полчаса, наверное, в нем находился еще после практики, и я понял, что это глубочайшая вещь, и если ее научиться использовать в жизни, то поменяется все. Сегодня у меня как бы после бани на медитации я поймал именно то самое состояние, когда я почувствовал вот этого наблюдателя. Я есть вот этот, который, когда ум остановился, я уже как бы смог поймать состояние. Я думаю, а теперь я пойду к наблюдателю, потому что все это время я только ловил ум. Я пытался поймать вот эту остановку диалога и удержать его. Я не шел вот эту глубину, потому что знал, что мне еще рано туда, меня все равно выкинет, я ничего не пойму. А здесь у меня прям само раз, и я почувствовал, что вот я есть, и это именно я. А не вот ум, тело, это другое. И вот это ощущение просто меня поразило вообще. Я понял. И эта чистота, которая в этом я находится, меня просто поразила. И вот этот у меня инсайт, я хочу прямо его запомнить. В этот раз, какие были открытия для меня? В этот раз, конечно, темный ретрит — это нечто, вот это вот растворение, и понимание того, что ты все это чувствовал, ты это все знал. Мне всегда было очень страшно остаться одной. То есть вот это одиночество я почему-то с детства чувствовала. Я так невероятно боялась. Я поняла, что я просто его сейчас не то что не боюсь, мне от него так хорошо, от этого одиночества. Не могу Оно и есть это одиночество, его и нет одновременно. Но мне невероятно понравилось это пространство. Я поняла, что оно такое родное. Я когда свою подругу, она у нас поехала на свой темный ретрит, мы ее как на войну провожали. Мы ей такие смс-ки писали, что, Господи, куда ты едешь, там остановись, у тебя кукушку снесет, кем ты вернешься. Она у нас приехала, и я сейчас понимаю, я уже потом, честно, когда вышла из темной комнаты, простите меня все, если я вам испортила випассану, я не могла не улыбаться.
Я вот до такой, я сижу на улице, я улыбаюсь. Я сижу в темноте, мне вот до такой степени вот какое-то вот всеобщее вот это вот пространство меня накрыло. И очень отозвалась возможность быть в темном какое-то время. Темный ретрит вообще вещь. Но туда, конечно, надо несколько дней, потому что я туда приходил, я что-то делал, а потом я ложился спать. Потому что, ну, там темнота, просто у тебя организм такой, ну, темно, надо спать. И если, наверное, на несколько дней, я думаю, что дня два, как Марга говорит, отоспаться, а потом уже пойдет процесс. Поэтому, да, планирую, не знаю, через полгодика приехать и темный ретрит попробовать обязательно. А когда я попала, вот была 6 часов в ретрите, в темной комнате, это было волшебство. Это реально было волшебство. Я смотрела на те стены, я не могла это такое было. Когда услышала шаги, что идет Элина, я такая, это все? Это пролетело как, я не знаю, даже меньше часа, наверное. Пришла уже ночью легла спать. Первый раз в моей жизни был осознанный сон, который я до сих пор помню, что там было в этом сне. Это такое волшебство. У меня такие впечатления, и я даже не могу передать словами. Насчет еды. Очень вкусно было. Я так давно не ела домашнюю еду, мне кажется. Я просто была в восторге. Попробовала овсянку. Вот. Пищевая пауза, вот, например, по голоданию, да, тоже очень легко прошла, хотя до этого я больше 2 дней не голодал, и это были просто мучения у меня. То есть головные боли, слабость, вот этот бадун, он страшно накрывал, здесь такого вообще не было, и это тоже меня заразило, вот, практиковать постоянно эти паузы. Я понял определенные техники, которые вот здесь преподаются по пищевым паузам, и планирую их тоже в дальнейшем применять. Здесь ты понимаешь, что есть какой-то другой удивительный волшебный мир, живого питания. И смузи, например, вот первый раз, когда я покушала, я смаковала 45 минут. Обычно я съедаю гору еды, тарелку за 5 минут. А здесь 45 минут до такой степени, что я переела, я чувствовала какую-то тяжесть, неловкость. Как это от смузи? Что такое бывает? Что такое может быть? Ну да, и благодарю тоже за такую вот заботу, трепетность, то, что вы отследили, да, что мне там как-то не очень, и вдруг поменяли питание. Все, что касается питания, на удивление мне далось вот прямо с радостью, легко, и вам за это вот огромное спасибо. Еще, само место энергетически очень сильное, конечно. Ну и сама природа, лес тоже сказочный, конечно. Это просто, в нем отдыхаешь. То есть лучший отдых — это вот была прогулка по лесу. Заряжает энергией, и сам он какой-то такой сказочный. Такого вот в нашем, там, Московской области таких лесов вообще нету. И меня прям лес, тянет даже сюда. Сам я сейчас живу в Сочи, думаю, Карелия далеко, конечно. Сколько там, 1500 километров. Но зато какой здесь лес, я наслышан о нем, о том, какая здесь природа замечательная. Вот, думаю, что надо ехать. А само место чувствуется, что оно пропитано прям такой энергетикой, которая позволяет отточить свои навыки в медитации. Потому что когда я только сюда приехал и только вот сел, у меня сразу пошли какие-то состояния такие интересные. То есть чувствуется, что здесь все сделано с любовью, все сделано для того, чтобы люди совершенствовали и себя, и делали мир лучше. Озеро тоже все уже сказали, что оно великолепно.
Очень порадовала ходьба босиком. Я этого никогда не делала. Как-то вот там по снегу, по дождю, по этой траве. Такие невероятные какие-то ощущения. Вот, купание в озере тоже ежедневно. И с каждым днем оно становилось все побольше, побольше. Потом вот я поняла, что я могу 5 минут находиться вот в этом принятии. И очень мне понравилось, когда шел снег, я залезла в это озеро, такая вот минута, надо просто вот 15 секунд принять. И тогда вот этот порог как бы сходит, и все, это наблюдаешь, это тоже невероятнейшая медитация. Как будто озеро тебя как-то оберегает, согревает вот с собой. Поэтому это для меня тоже такое прям открытие. Вот, я очень люблю вот это место, люблю лес, люблю озеро. Так жаль, что у нас нет вот этой прекрасной воды, которая стала сладкой вообще. И озеро. Это прям... Мне это так понравилось вообще. И я каждый раз его благодарил. Это из записки. Каждый день ходил купаться, прям с нетерпением ждал этого момента. Лес волшебный, конечно. Но так как я люблю постоянно что-то новое, я походила туда-сюда. Мне это было мало. И я пошла так, по лесу. То туда, то туда. Ходить по траве, я не знаю, как она называется, но возле озер трава — это мягкий-мягкий ковер. Я наступала и наслаждалась всем этим. Это столько... Он вообще волшебный, и это место волшебное. И вообще, вы волшебные. По поводу Сатмарги. Я когда ехал, думаю, что это за мужик вообще? Я смотрю на ютубе, типа, там несколько видео было, 20 дней на сухом, потом 30, 40, там, не помню точно уже. Смотрю, там такой уже тощий мужик. И даже не понимаешь, верить ему или нет. Ну, по-настоящему он голодает, или, может быть, это какая-то фикция. Но в итоге, конечно, когда я сюда приехал, я увидел Сатмаргу вживую, и я понял, что он физически активнее, здоровее всех нас, хотя ему 60 лет почти. И я такой, ничего себе, так может быть. И он ест мясо там. Вот. Занимается своим любимым делом. Еще меня больше всего впечатлило, когда я так окунулся слегка, выхожу, подходит Сатмарга и просто рыбка прыгает, проплывает там несколько метров, я такой, что? Как так можно было? Но больше всего мне понравилось именно преподношение Марги вот этой духовности людям, скажем так, объяснение ее. Здесь нет культа гуру, то есть нет ответов в виде «потому что потому». Здесь все объясняется, и объясняется с точки зрения именно инженерно-скептической исследовательской мысли, как в принципе Марко когда-то и выражался на одной из бесед. Мне, как человеку технического склада ума, это очень импонирует. То есть здесь все раскладывается по полкам, объясняется как, что и где, и не проходит это мимо ушей. Вот именно за такую подачу большое спасибо, это неожиданно для меня, потому что обычно всегда думал, что вот люди высокой духовной организации, они просто доносят, говорят, так надо и все. Большая вот благодарность, что Марго так построил эту практику. Возможно, он знал, что вот нам, городским людям, надо немного давать как бы пинка постоянно и поддавливать. Это здесь есть, но это необходимо, потому что иначе мы все очень сильно расслабленные,
И если бы здесь был какой-то, да, вот как говорили уже, лайтовый вариант, то такого не было бы. И я думаю, многие из нас бы не приобрели бы того, что приобрели. Ваш индивидуальный подход, Марго, прям вообще на все какие-то вопросы, какие-то моменты, это вот такая забота, такой какой-то трепет, трепетное отношение, это, то есть вот какое-то сочетание, знаете, вот этого, да, такой родительской некой заботы, опеки и в то же время строгости и четкой цели в практиках на ретрите. То есть когда ты не даешь какого-то спуска. Четко все, мы собираемся, если там опоздал, где была, то есть вот все очень жестко, конкретно, и это, конечно, радует. Ну, то есть мне Випассана очень понравилась. Большое спасибо. Мне еще понравилось как бы общение с Маргой. Марга очень удивительный человек. И большое спасибо Елене за заботу. Когда я первый раз встретилась с Маргой, я вообще думала, что я в этой жизни до медитации, боже мой, какая медитация? Там же ямы, не ямы, асана, пранаяму, мам, дорогая, какие-то следующие жизни вообще просто. Мы приехали, и что меня сразу вообще вот притянуло к этому человеку, он вот в такой степени реальный. То есть он не говорит себе, вот надо только так, вот если ты будешь сидеть, там какая-нибудь энергия туда закрутится, вот. Он вот дает столько инструментов, дает их так мягко, вот, ну потому что мы, вот я честная, вот я была, это сейчас мой 3-й раз, вот я приезжаю в него, я киваю головой, буду медитировать, и он, клянусь, я ни разу не села. Я приезжаю медитировать только к Марке. По коврику, да, я ползаю, там, литературу читаю, ну в общем, что могу, делаю, но вот медитировать мне нравится вот в этом пространстве. Я влюбилась в Эвелину, которая за нами бегала и из заботы о нас. В Марго влюбилась. Я намерена сюда вернуться еще. Поэтому большая благодарность за то, что так все построено. И не пожалел ни разу, что сюда поехал. Наверное, приеду еще. И, конечно, семья тоже приедет. Буду сейчас продвигать им тоже медитации. Хочу приехать, начать им тоже проповедовать это все. Большое спасибо. И рекомендую тем, кто хочет трансформировать свою жизнь, собрать себя целостного, познакомиться вообще с собой, кто ты есть на самом деле. И благодарю вас от сердца. Благодарю. Я очень благодарна судьбе, что я оказалась здесь. Спасибо вам за все. Спасибо. Огромное спасибо. Вот. Я очень благодарна, очень вас люблю. Я был очень рад увидеть, когда, ну, есть не один, там не 2 человека, которые постоянно приезжают и это ценят, ну, классно. Вот. Я бы очень хотел еще, чтобы у меня была возможность приехать в темный ретрит пройти, потому что там еще более такие тесные отношения, так сказать, с умом. И это, как бы, думаю, хорошее испытание. Спасибо большое. Я просто благодарна Марге и Елене, вот, что они есть, и что они вот с нами вот такими дурачками занимаются. Вот я благодарю вас. И да, здесь есть Бог, да, и Он прекрасен, и это выражается через любовь, вот, и через любовь Сатмага и Елена, я вам очень признателен. Благодарю вас.